Вот такой обалденно вкусный ужин я сегодня сделал. Картофельное пюре, тушеные овощи и куриная котлетка по-французски. Выглядит аппетитно. И к этому на десерт я сделал в духовке испеченные яблоки. А если вы желаете узнать, как я все это сделал, оставайтесь у меня на канале, я все покажу. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Время готовить. И сегодня с вами решил поделиться методом приготовления совсем нового блюда для меня самого. Это котлеты по-французски. Результат финальный должен получиться очень вкусный. И к этому я решил немножко протушить овощи и на гарнир сделать картофельное пюре. А на сладкое я решил сделать запеченные в духовке яблоки. Это бесподобно вкусно, и у меня в семье это любят. И как раз осень во дворе, в самый раз готовить такие блюда. А чтобы время терять, я покажу, что и как я буду делать. Итак, для картофельного пюре у меня картошка вычищена, вымыта, залил водой, но пока пускай она постоит, подождет своего времени. В первую очередь я возьму 2 луковицы и пожарим на сливочном масле. Вот так. Итак, здесь я взял такую маленькую кастрюльку. Сейчас мы сюда добавим немного масла сливочного. Примерно вот так я на глаз добавляю. Отправляем весь лук сюда. Так, и добавлю совсем чуть-чуть сахара. Сахар поможет карамелизации лука. Совсем чуть-чуть. Вот так. И поставлю на газовую плитку, пускай потихонечку это у нас пережарится. Теперь для тушеных овощей я взял еще одну луковицу, тоже порежем меленько. Взял такую кастрюльку, сюда нальем немножко масла постного. Отправляем на газ. Включаем газ. И отправляем наш лук туда. Так что мы жарим лук в 2 кастрюльках. Этот лук здесь пойдет на котлеты, а этот для овощей. Итак, я взял 2 морковки и сейчас меленько порежем. Так, и отправляем жариться теперь. Так, теперь я возьму 2 перчика, таких у меня. И сейчас так соломкой порежем и отправим тоже жариться. Так. А теперь я взял 1 цукини, мини-кабачок, порежем вот по-крупному. И отправляем жариться. Приправ я сюда еще не добавлял.
Так что сейчас мы все овощи покрышим и добавим приправы, то, что нам понадобится. Так, здесь я возьму один большой томат и сравнительно среднего размера порежем, потому что сейчас все равно все пойдет туда к овощам, и все это у нас томаты развалится все равно. Так. Теперь я сейчас добавлю чеснок. Я взял 3 зубчика чеснока. И добавим всю приправу. Прованские травы добавлю чуть-чуть. Молотый перец. Немножко подсолим. Накроем и пускай потихонечку это тушится. Как вы обратили внимание, жидкость я не добавил, потому что овощи дадут всю жидкость. Я поставил на маленький огонь, пускай потихонечку тушится. А тем временем этот лук котлет карамелизуется. Я выключаю газ и дам чуть-чуть остыть. Итак, здесь я взял пачку фарша, здесь полкило, она уже приходит со специями, итальянскими специями. Но вы добавляете свои любимые специи. Я покупаю этот фарш очень частенько, потому что он нам нравится и очень вкусный сам по себе. Так что сегодня будем пользоваться этим фаршем для котлет. И сюда добавлю сегодня 1 яйцо. Так. И хорошо промассажирую рукою. Сам по себе этот фарш очень жидкий, так что формировать котлеты будем ложечкой. Сейчас перемешаем так, чтобы была однородная масса, чтобы крупинок фарша не было. Сейчас я руку вымою, приготовим муку и плотвирень. Итак, здесь я взял плотвирень, сейчас я приготовлю так на бумагу, чтобы ничего не подгорало у нас. И мы будем формировать наши котлетки и все складывать сюда на плотвирень. Итак, ложкой я беру фарш. Так, ложу сюда. Макаем все. Беру в руку. И формируем котлетку так. И складываем на плотвирень вот таким образом. Итак, мы сделаем все котлетки сейчас. Итак, котлетки я так сделал, такие как мини-стейки получились. Теперь я возьму 1 или 2 томата и порежем на слайсы. Но в то же время у меня уже духовка включена на 180 градусов. Слайсы делайте немножко такие широковатые. Так. И еще. Так что 1 слайс на котлетку или на мини-стейк идет. Никогда таким образом не делал, но должно получиться очень вкусно, я думаю. Так. Теперь я беру этот пережаренный лучок и сверху так
И придавливаем немножко. Так. И пойдет в духовку минут 20-25 до готовности котлеток. И потом мы вытащим и еще посыпем сыром и обратно в духовку отправим. Это у нас получится куриные котлетки по-французски. Так. И теперь каждый слайс томата сверху положим. Так. И теперь растительным маслом, у меня в данном случае масло авокадо, мы сверху так попрыскаем, чтобы сверху не подгорало тоже. Вот так. Чтобы не подгорало и не высыхало. Так что 180 градусов 20-25 минут. Итак, здесь я взял 5 яблок. Сейчас я отрежу сердцевину. Яблоки я уже вымыл перед тем, как заниматься ими. Так. Теперь беру такую форму и все складываем сюда на форму. Здесь у меня изюм. Сейчас в каждую дырочку я добавлю изюм. Добавляю на глаз все. И идет на 180 градусов до готовности. Так. Здесь в миске у меня сахар. Сюда добавляю корицу. Так. Перемешаю ложечкой. И сюда в каждую дырочку вот таким образом. Ничего, если мимо попадают, потому что яблоки еще подадут сок, и тогда будет такой желеобразный соус получится. Чтобы это не пропадало, мы сейчас вот так посыпем, потому что все это растворится, будут яблоки карамелизованные, испеченные в духовке. Так что 180 градусов до готовности. Итак, котлетки наши хорошо здесь прожариваются. Смотрите, какая прелесть. И теперь на каждую котлетку мы сверху посыпем сыром тертым. В моем случае я пользуюсь моцареллой. И отправим опять в духовку на 10-15 минут. А в то же время, посмотрите, у меня овощи как хорошо подтушились. Я приложил красиво в тарелочку, и каждый будет с тарелочки ложить себе на тарелку. Вот так красиво выглядят у меня котлеты по-французски. Честно скажу, выглядит аппетитно. Ну, теперь ждем, как остальные составляющие ужина будут готовы, и тогда мы все это красиво положим на тарелочку. Вот такой аппетитный результат получился. Картофельное пюре, куриная котлетка, испеченная в духовке по-французски, и тушеные овощи. И на сладкое сделал осеннее блюдо: яблоки тушеные, яблоки зажаренные в духовке. Итак, сегодня с вами поделился еще одной идеей, что можно приготовить на обед или на ужин. А именно, я сегодня первый раз попробовал котлеты по новому рецепту, котлеты по-французски. Вы знаете, получилось обалденно вкусно. Попробуйте сделать, и вам понравится тоже. Но к этому на гарнир я решил сделать картофельное пюре и стушить овощи, в основном цукини или мини-кабачки. А на сладкое осеннее блюдо, осенний
зимнее блюдо, яблоки, испеченные в духовке. Это все обалденно вкусно получилось. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам дало какую-то идею сделать то же самое или что-то подобие такого, почему бы и нет. А на этой аппетитной ноте хотел бы попрощаться, пожелать вам самого наилучшего. Берегите друг друга, берегите себя. Всем крепкого здоровья. Не болейте. Всем мирного неба. Приятного аппетита и пока-пока.